Друзья, всех приветствую! Сегодня в обзоре рассмотрим очень интересную новинку от компании Kiwi Ears с очень техничным и детальным звучанием. Наушники поставляются в такой красивой, приятно оформленной коробке с изображением самих наушников на лицевой части. Здесь имеется логотип бренда компании Kiwi Ears и название модели Quintet. А здесь сбоку указаны технические характеристики наушников. И за звук здесь отвечает очень такая интересная связка с одним динамическим драйвером с диафрагмой DLC, одним пьезоэлектрическим костным драйвером и двумя арматурными драйверами с еще одним планарным магнитным драйвером. А чувствительность наушников составляет 106 дБ, и они получили 32 Ом импеданс. На раскачку они не очень тяжелые, но я бы обязательно рекомендовал их подключать и слушать с плеера либо с ЦАПа для их полного раскрытия. Ну а теперь давайте посмотрим комплектацию подробнее. Ну и первым делом здесь нас встречают эти приятно оформленные наушники. Они имеют такую серебристую металлическую панель с логотипом Kiwi Ears на правом наушнике, а на левом имеется надпись и название модели Quintet. Ну а сам корпус изготовлен из очень такой приятной гладкой смолы, и у них имеется уже знакомый для всех разъем 2 пин для подключения кабеля, рядом с которым находятся два акустических отверстия. Ну а сопло здесь довольно вытянутое, и под ним находится такая черная сеточка. Вот так ее видно. И на удивление сидят в ушах наушники, отлично обеспечивают очень такую глубокую посадку с очень хорошей фиксацией в ушном канале. Ну а здесь находится инструкция по использованию наушников и условия гарантии. Здесь как бы ничего не менялось. Все то же самое, как и в предыдущих моделях. Но в этом достаточно небольшом, но очень приятном чехольчике находится хороший медный 4-жильный кабель с коннектором 3,5 мм джек. Здесь также есть логотип компании и разъемами 2 пин. Вот так все это выглядит. Заушины сформированы у него достаточно правильно. Но он может немного путаться, просто имейте это в виду. Ну, поменять, я думаю, сейчас не проблема, любой сможет подобрать в случае чего подходящий кабель для себя без проблем. Ну и, конечно, производитель не забыл про амбушюры. Здесь имеется 3 пары таких вот черных насадок с более широким отверстием и более такие узкие насадки, которые выглядят вот так. Ну а теперь, друзья, давайте поговорим о звучании и рассмотрим график этих наушников. Я также для сравнения добавил график новых вторых Canon, на которые пару дней назад вышел мой большой обзор. Не забудьте также посмотреть его. Да, графики у них довольно похожи, но тональный баланс и общая подача заметно различаются. Если Canon 2 это такие музыкальные, драйвовые, с хорошим панчем на низких частотах наушники, то Quintet это менее басовитые наушники, с более воздушной и холодной серединкой и чуть более акцентированными, но очень детальными высокими частотами. Начну, пожалуй, как обычно, с низких частот. В сравнении с Canon 2, мидбас у Quintet чуть менее массивный, и акцент низких частот смещен больше в саббасовую область, которая при этом достаточно такая глубокая и объемная. Да и текстурная проработка и разрешение у баса достаточно подробное и прозрачное, и бас уже не такой теплый, как в Canon 2. С атакой и скоростью также нет никаких проблем, как и с утечкой баса в средний диапазон, поэтому контроль здесь на отличном уровне, как и в Canon 2. Кик звучит очень подчеркнуто и плотно, с хорошим таким ударом и приятным оставляющим шлейфом от себя.
А средние частоты буквально их конек. Они очень прозрачные, весомые и воздушные, и имеют хороший объем и наполнение в пространстве. Они не звучат очень как-то сухо и нейтрально, а наоборот очень приятно выделяются в миксе, дополняя общую картину своей утонченностью и раскрытостью, охватывая как можно больше пространства вокруг себя. Что мужской, что женский вокал звучит очень насыщенно и проработано, с хорошим разрешением и с достаточно большим количеством воздуха, определенно который положительно сказался на этом диапазоне и заметно так помог раскрыться вокальной части и инструментам. А ударные здесь совсем слегка так подчеркнуты и имеют отличные транзиенты и оставляют продолжительные шлейфы после себя. Да, меня радует, что они не вылезают как-то вперед и не берут на себя много внимания, а просто отлично дополняют всю композицию в целом. Но высокие частоты в Quintet просто находка. Здесь вам и отличное продолжительное расширение, но уже с чуть более выдвинутой и акцентированной детализацией на тарелках, чем в Canon 2. И тональная область ощущается немного такой холодной, я бы даже сказал мониторной. А так, мне нравится и четкость, и разрешение в этом диапазоне, и проработка самих тарелок и их шлейфах находится на высоком уровне. Да, подача здесь не такая нейтральная, как в Canon 2, но она очень приятная, не утомляющая, да и безусловно радует, что здесь также нет никакого намека на сибилянты и на вычурное фейк-разрешение, то есть все звучит так гармонично в совокупности, и при этом остаются только положительные эмоции при длительном прослушивании. По жанрам здесь также нет никаких ограничений. То есть техничности нам положили как подобает. Чем-то даже напомнили мне Quintet наушники BGVP NS10, поэтому они отлично подойдут для тяжелых, скоростных и требующих быстрой отработки удара жанров. Ну а что-то более легкое воспроизводят они вообще без проблем. Но со звуковой сценой и стереопанорамой здесь все в полном порядке. Сцена правильно формируется, а образы рисуются достаточно четко и подробно. Проблем с их локализацией никаких нет, а глубина находится на хорошем таком бодром по проработке уровне. Ну а вывод по данной модели наушников, друзья, у меня получился таков. KiwiEars Quintet по сравнению с другими предыдущими моделями компании, которые я слушал, являются самыми взрослыми по своей подаче и звучанию наушниками. Модель безумно хорошо подходит для всех жанров, не имеет сибилянтов, да и звучит гармонично и не утомляюще. Здесь вам и скоростной атакующий бас, и отличная прозрачность и проработка средних частот. И мониторные, и детальные проработанные верха, просто идеально дополняющие общую картину. Ссылка на покупку наушников находится в описании и закрепленном комментарии под видео. Подписывайтесь на мой канал и не забывайте ставить лайки. С вами, как всегда, был IC Genius. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.